Дядю Леню боялись все. Во дворе от него шарахались и мужчины, и женщины, а уж дети тем более. Странный и неприятный был он человек и постоянно хвалился какой-то справкой, которой никто никогда так и не видел. «Мне все равно ничего не будет», — хвастался дядя Леня. «Могу хоть что делать, хоть украсть, хоть прибить, и меня никогда не посадит, а вам будет только хуже». Так он отвечал тем, кто пытался его приструнить. Не стесняясь, он мог справить нужду в подъезде, царапал гвоздем на машинах неприличные фразы и слова. Мог внезапно шлепнуть любую особу женского пола чуть пониже спины и только ухмылялся, наблюдая страх и растерянность в женских глазах. И ведь действительно сколько раз на него заявляли, столько раз он и объявлялся во дворе уже на следующий день. Ходил гоголем по палисаднику, вытаптывая заботливо посаженные цветы, и смеялся. Наглая улыбка — неизменный атрибут дяди Лениного лица. Но все же, чувствуя безнаказанность, трогать маленьких ребятишек дядя Леня все-таки опасался. После того, как он просто так, без причины, оттаскал за ухо пятилетнего Костика, мама мальчика, впервые в жизни объединившись со своей свекровью, так отделали этого дядю, что до него наконец-то дошло: детей трогать нельзя. Но постепенно это знание начало забываться. И неизвестно, что могло бы случиться с Маринкой, на тот момент ученицей 1 класса, если бы не бабушки у подъезда. Как обычно, она возвращалась из школы одна. Такое бывает, когда родители на работе и совсем некому ребенка встречать. Да и школа совсем рядом, она даже видна из окна Маринкиной комнаты. Впереди нее шел дядя Леня, и Марина замедлила шаг. Девочке совсем не хотелось попадаться ему на глаза. Но потом, услышав тихий, жалобный писк, она ойкнула, и мужчина резко повернулся к ней. В его руке был котенок. Вернее, даже не весь, а только его тоненький хвостик. Сам котенок висел вниз головой, и дядя Леня пытался играть. Марина даже знала, как у нее была такая игрушка-мячик с резинкой. Но ведь котенок — это не мячик, и доброе детское сердце не сумело себя сдержать. «Отпустите!» — тоненько пискнула девочка. «Ему же больно». «Больно?» — переспросил дядя Леня. «Если только немного». «Ну, это же ничего». «Да, Марина». Ничего не выражающее. Пустые глаза с расширенными зрачками вопросительно смотрели на девочку. Марине стало жутко, но и котенка было безумно жаль. И она вспомнила, как мама всегда говорила, что слабых обижать нельзя, а по возможности помогать. Девочка насупилась, пригнулась и, резко стартанув с места, на бегу выдернула котенка из руки дяди Лени и со всех ног понеслась к своему родному подъезду. Мужчина побежал вслед за ней. У Маринки не было шансов, совсем ребенок, с тяжелым рюкзаком и мешающей сменкой, еще и котенка надо на руках удержать. Хорошо, что бабушки у подъезда, заметив погоню, встали стеной и не пропустили дядю Леню в подъезд. Так у Маринки появилась и стала жить кошка Люся. Самая-самая обычная, простая и безродная кошка. Мама с папой не были против. Она тронула сердце всей семьи. Поначалу очень худенькая, спинка толщиной в собственный тоненький хвостик. Эта худоба и спасла ей когда-то жизнь. Будь она немного потяжелей, дядя Леня выбил бы ей своей игрой позвоночник. Это уже потом Люся отъелась и по объемам стала напоминать средних размеров комод. С этого момента Люся жила и горя не знала, как могла, пыталась отплатить добром за добро. Лечила больную папину спину, была хранительницей маминых, маленьких бытовых секретов и стала Марине самой лучшей подругой. С тех пор прошло примерно 5 лет. Марина начала ловить на себе противные, долгие и липкие дяди Ленины взгляды. Она пробегала мимо него, опустив глаза и стараясь казаться совсем незаметной. А дядя Леня пока только смотрел.
Но однажды днем он все же не выдержал и, зная, что родители на работе, постучался в квартиру к Марине. А ведь родители предупреждали. Очень много раз не открывать никому дверь. И вообще, даже не подходить к ней, когда мамы и папы нет дома. Но Маринка, не посмотрев даже в глазок, широко распахнула входную дверь. Дядя Леня тут же проник в квартиру. Широко и нагло улыбаясь, он закрыл за собой дверь и спросил у опешившей девочки: «У вас дома соль есть?» «Была», прижавшись к стене, отвечала Маринка. Постоянно оглядываясь на мужчину, прошла на кухню, нашла соль и протянула дяде Лене всю пачку. «Вот». Но ему не нужна была соль, мужчина убедился, что в квартире точно никого больше нет. Стягивая на ходу штаны, он бормотал: «Ты же никому не расскажешь. Не бойся, больно не будет, если только немного». Но кошка Люся решила иначе. Говорят, что у кошек короткая память. Пусть говорят, а вот Люся помнила все. Мало того, что она помнила, она поняла, что ее Маринке угрожает опасность. А это значит что? А то, что кому-то обязательно будет больно. Но кошка ждала, она выжидала. И она дождалась. Дождалась момента, когда штаны упали к мужским ногам. Оценив расстояние, рванула вперед, проскользнула меж колен, развернулась и прыгнула. Дружно сработало все: зубы и когти. Дядя Леня крутился на месте и громко орал. Маринка бросилась к телефону и позвонила в полицию. Полиция появилась очень быстро, но полицейские не спешили разнимать Люсю и дядю Леню. Зачем? Сразу же было видно, кошка прекрасно справляется с проблемой сама. Слаженная работа передних и задних лап, острые зубы, Люси рукоплескал весь подъезд, полиция и даже медики скорой. А дядя Леня мог только жалко скулить. Подъехавшие родители пытались порвать этого дядю, но полиция им все-таки не дала. А вот сейчас этого делать не надо. Раньше надо было раньше. А сейчас кошка сделала все за вас. Приемный покой ближайшей больницы был в предвкушении. Хирург потирал руки, осматривая доставленного дядю Леню, нижние регионы которого превратились в сплошное месиво, и сокрушался. Какая досада. Ни антисептиков, ни антибиотиков не осталось. Все закончилось. Сразу все. Леонид Гаврилович, потерпите, анестезии, к сожалению, тоже нет. Но вы не волнуйтесь, больно не будет, если только немного. И взял в руки самую толстую, тупую иглу. В этот раз дядя Леня домой уже не вернулся, и хваленая справка теперь ему не помогла. Говорят, что у кошек короткая память и что кошки не умеют любить. Пусть говорят, что хотят, но мы-то с вами знаем о кошках немного больше.